Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Ну что ж, началась новая неделя, давайте посмотрим, что произошло на крипторынке за последнее время. И первое, что хочу показать, это завершенная сформированная недельная свеча, которая завершилась несколько часов назад. Она у нас закрылась прямо в пол, при этом на растущих объемах. Это не очень хорошо, мягко сказано. Посмотрим, как выглядит весь крипторынок. Он окрашен в красный цвет. Все у нас падает, хоть не намного, но растущих монет практически нет. По объему торгов Ripple и Ethereum Classic находятся в топе, кроме привычных монет. И, кстати, Ripple показывал неплохие движения в выходные дни, по этой монете и будет у нас следующая новость. Заключается она, конечно же, в споре комиссии по ценным бумагам и компании Ripple. SEC и Ripple предложили поставить точку в деле о статусе XRP. Они просят судью завершить их судебный процесс. SEC и Ripple подали ходатайство о вынесении решения по делу о возможном нарушении закона о ценных бумагах в упрощенном порядке. Объясняют они это тем, что судья уже обладает для этого достаточно информации, то есть больше информации для вынесения и какого-то анализа судья не получит. Юристы компании Ripple указали, что у комиссии по ценным бумагам закончились аргументы в попытке доказать, что продажи XRP представляли собой инвестиционный контракт. Однако все отметили, что это удалось подтвердить. Получается, что каждый до сих пор остается на своем, они к какому-то общему мнению не пришли, но согласны в одном, что больше информации суду они предоставить не могут и хотят, чтобы суд вынес решение. Главный юрисконсульт Ripple отметил, что после 2 лет судебных разбирательств SEC так и не смогла доказать соответствие XRP ни одному пункту теста Хауи. Что такое тест Хауи, я пояснял в прошлом ролике, можете глянуть. И в частности заявляется, что SEC не может установить, что держатели XRP ожидали прибыль, основываясь на усилиях Ripple. Между стартапом и владельцами токенов не было контрактных обязательств. Да, возможно, люди, покупая Ripple, рассчитывали на получение прибыли и на рост курса, но это не было ни в каких контрактных обязательствах. То есть это просто их какое-то желание. В принципе, как и любая монета в криптоиндустрии. Многие покупают для того, чтобы продать подороже. Но нигде это не обещается, кроме если вы стейкаете монету. Сотрудники SEC в своем обращении в суд указали, что инвестиционный контракт может существовать без контракта каких-либо прав, предоставленных покупателю, и обязательств перед эмитентом. В общем, споры у них продолжаются, но, как я говорил, они сходятся на том, что нужно уже выносить решение. Именно на этих новостях подрастал курс монеты XRP. Люди все-таки считают, что если будет завершено судебное разбирательство, то решение будет положительным в сторону Ripple. Я тоже так считаю, но это, конечно же, не факт. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Цена биткоина провалилась в выходные достаточно сильно. Давайте посмотрим, сколько же было ликвидации лонгов. Мы пробили зону, где собрано большое количество стопов, однако объем ликвидаций ниже, чем предыдущий. То есть лонговать не особо-то и хотят. Посмотрите в сравнении с шортами. На последнем росте, когда мы даже не пробили зону стопов, рост ликвидации шортовых позиций был просто великолепный. Сейчас такого не наблюдается, поэтому ликвидности давить ниже пока не видно. Посмотрим важные события, которые состоятся на этой неделе. И, конечно же, стоит обратить внимание на 21 сентября. Это у нас будет среда, 21:00 по московскому времени. Экономические прогнозы ФОМЦ
в это же время заявление ФОМЦ, решение по процентной ставке ФРС и пресс-конференция ФОМЦ. В 21:00 вполне возможно поштормит у нас рынок. И я говорю не только о крипторынке. Глава ФРС Пауэлл будет выступать на этой неделе еще раз 23 сентября, также в 9 вечера по московскому времени у него состоится выступление. Касательно процентной ставки, сейчас прогнозным значением является это повышение на 0,75, то есть до 3,25 с предыдущих 2,5%. Звучит также мнение о том, что будет повышение сразу же на 1%, то есть на 100 базисных пунктов, но и не исключено, что будет повышение на 0,5. Достаточно интересное событие, понаблюдаем, сбудется ли прогнозное значение. Вполне вероятно, если повышение состоится на 0,75, либо на 0,5, я думаю, в цене уже заложено это повышение, так как это является прогнозом, и большого падения, либо какого-то падения вообще на биткоине не будет. Но если же будет повышение на целый процент, на 100 базисных пунктов, то я думаю, мы обновим лои. В любом случае, торговать в это время я бы не советовал. Теперь давайте посмотрим график биткоина. Он у нас пошел не по плану. Среднесрочный план у нас нарушен. Такое нельзя сказать о долгосрочных перспективах, пока лои не пробиты. Еще раз напомню. Ожидается, что вот это импульс. Сейчас мы находимся в коррекции, дальше у нас вполне возможен рост. Мы увидели импульсное движение вот здесь, начиная с 7 сентября и заканчивая 13 сентября. Данное движение было импульсным, и вполне вероятно это можно было интерпретировать как заходной импульс. Однако мы стопы сбили, кто ставил стопы и заходил здесь, получили стоп-лосс, и данный сценарий пока отменяется. Еще раз напомню, это среднесрочный сценарий отменяется. По-прежнему я считаю, что мы находимся в коррекции, так как не пробит вот этот лой на уровне 17600. Коррекция во второй волне продолжается. И справедливый вопрос будет, а что это за импульс-то тогда такой был? Точно можно будет сказать только когда мы дорисуем и сформируем эту коррекцию, но пока это больше всего напоминает плоскость. Ну, то есть мы отрисовали волну А, волна Б завершилась как раз таки вот здесь. Данный импульс вписывается в подобную структуру. И сейчас мы рисуем волну С. Как это выглядит? То есть 3 волны сюда, 3 волны сюда и 3 волны вниз. Это не значит, что мы закончили падение. Да, есть у нас здесь кое-какие факторы, как минимум дивергенцию здесь уже рисуем. Но опять-таки я бы дожидался здесь заходной импульс. Не всегда он срабатывает, как вы здесь видели. После заходного импульса стопы также собираются. Но это намного и намного повышает вероятность того, что все-таки после заходного импульса начнется рост. Если же мы никакого заходного импульса не отрисуем и будем пробивать вот эти лои, то данный сценарий полностью отменяется и будем переходить к варианту, который я озвучивал ранее. Даже с учетом того, что мы сходили вниз, целевая зона, первая целевая зона не меняется. Это предыдущие пики волны 1. После возможного разворота это одна из целей. И посмотрим эфириум. Здесь ситуация пошла по плану, как я озвучил в предыдущем ролике. Здесь вероятность обновления вот этого лоя намного выше, чем на биткоине, потому что на биткоине был явный импульс. Здесь же все достаточно неплохо выглядит для того, чтобы завершить нисходящую структуру вот таким зигзагом. Его же мы отрисовали, как вы видите. Продолжаем коррекцию в волне 2. Теперь нужно дождаться заходной импульс для подтверждения завершения снижения. Если же накидывать профиль объема на возможный первый восходящий импульс, то данное снижение, данная коррекция в предполагаемой волне 2 пришло точно к верхней грани мощной проторговки и остановилась. Будем дожидаться заходной импульс и на его откате рассматривать лонги. Пока здесь локальное снижение. Но глобально ожидаем момент разворота и похода на более высокие уровни.